Всем привет! Много раз просили поближе рассмотреть распиловочный станок по камню, полуавтомат. Сегодня мы посмотрим, все расскажу, покажу. Думаю, видео будет полезным. Начнем с основных частей, что находится внутри станка. Это корпус подшипников, на который ставится пила. Ничего сложного здесь нету. Прижимные шайбы на валу, гайка с резьбой, которая их затягивает, и посадочные места для алмазных дисков. А вот этот узел самый основной. Это подача камня на диск на роликах. Снизу и сверху стоят ролики. Нижние ролики эксцентрики. То есть ими можно поджимать, когда износ валов и роликов. Также существуют станки на втулках. Вместо роликов стоят латунные втулки. Как вот на этом станке. Этот станок, кстати, продается. Это стопорный винт подачи камня. То есть мы его откручиваем. И выставляем нужную толщину камня. Один оборот 2 мм. После этого затягиваем винт, стопорим. Все, камень никуда не денется. Перейдем к следующему узлу. Это разрезная гайка, как на токарных станках. При помощи рычага она раздвигается. При помощи пружины стягивается. В раздвинутом состоянии есть свободный ход, то есть от руки можно тиски двигать. В сжатом состоянии она толкает тиски на пилу при помощи этого винта. Дальше покажу, как на него идет подача. Винт стоит на втулках, на латунных, смазывается. Здесь стоял концевик, который я успешно выкинул. Здесь стоял концевик на крышку, но она когда прыгает, постоянно срабатывает, поэтому я его тоже убрал. Оставил вот этот концевик на кнопке с цепочкой. Что удобно, им регулируется от размера камня, какой нужен распил. Больше, меньше, чтобы лишнего станок не пилил. Продолжим с тисками. Вот эти тиски, которые непосредственно зажимают камень. Видите, как проблематично они двигаются. Мне это вообще очень не нравится. Вот этим зажимом в отверстие переставляются и поджимается. Очень неудобно. Я буду все это переделывать. Вот, туда всякая мелочь попадает от распила камня. И очень сложно их двигать, снимать. И еще самая основная проблема этих тисков, то что камень постоянно выскакивает, очень плохо зажимают они. Продолжим дальше. Это у нас привод, 1,5 киловаттный двигатель, ременная передача, шкивы. Это вариатор, с помощью него можно регулировать скорости подачи. Но он даже автоматически, с помощью разрезных шкивов, сбрасывает при сильной нагрузке, сбрасывает подачу. После вариатора ремень идет на шкив с валом. Дальше объясню. Это натяжной ролик. Я на него приделал пружинку мягенькую, чтобы он натягивал ремень. Вал стоит на латунных втулках, которые надо периодически смазывать. Передает передачу. Червяк через шестерню уже на винт подачи. Сейчас включу и посмотрим, как все это работает. Обратите внимание, с какой скоростью крутится винт. Сейчас добавлю с помощью вариатора скорости. Вот видно, подача увеличилась. Для мягких камней нужно увеличивать скорость. И при нагрузке он сам сбросит. Ну что ж, пришло время запускать станок, переделать тиски. Поставил пилу новую, тиски, вот, просверлил отверстие, сделал уголок зажимной. Здесь приварил шайбочки, с помощью болта сделал шарнир, так сказать, чтобы можно было
выше-ниже ставить камень, то есть от размера камня буду переставлять выше-ниже. С помощью вот этой стяжки буду именно зажимать камень. Так вставлять в отверстие, и закручивать, прижимать. Очень надежное крепление. Мне нравится. На том станке у меня так сделано. Пробный пуск. На пиле нет никакого биения. Концевик работает отлично. Будем запускать. Заливаю охлаждающую жидкость. В моем случае это солярка. Но, как я в начале видео говорил, его называют масленник. Пилит на масле. Трансформаторное масло. Я лью солярку. На воде эти станки не работают. Залил я сюда 60 литров. Главное, чтобы пила была в охлаждающей жидкости. Это основной критерий. Но можно еще долить. Видать, станок неровно стоит. Литров 5 можно долить. Вот столкнулся с первой проблемой. То есть мои вот эти крепления, которые я наращивал, чтобы можно было большой камень зажимать, они мешают закрываться крышки. На том станке я переделал крышку. Здесь я просто отпилил лишние крепления, убрал высоту. Значит, большие камни блоковать буду на том станке, а на этом просто пилить на пластине уже. Ну что ж, пора ставить яшму. Специально взял не особо хорошую, чтобы, если что-то не так, не жалко было испортить. Потому что какие-то мелочи всегда доработки нужно будет делать. Что ж, зажимаем и поехали. Все, камень зажал. Как видите, пришлось подпилить уголок, чтобы не мешал крышке. Потянул. Вроде все проверил. Все хорошо затянуто. Ну все, пробный спил. Поехали. Жаль, что через стекло ничего не видно. Солярка разбрызгивается. Ну вот, первый пуск прошел успешно. Камень отпилился. Очень быстро отпилил, за полчаса. На камне видны запилы. Буду уменьшать скорость. Примерно надо, чтобы пилил целый спил в час. Сделал последние штрихи. Накрыл тряпочкой тавотницу, чтобы камень не разбивался. Поставил полочки на болт, чтобы он падал на нее, чтобы постоянно не приходилось нырять туда. Все работает нормально, отлично. Выставляю нужную толщину, в данном случае 3 оборота. Это будет 6 миллиметров. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорой встречи в следующем видео.